Друзья, всех приветствуем. Большая Камбоджа на связи. Эпи, скажи всем привет. Всем привет. Кстати, вот около Чернавского моста, вот тут такое место интересное есть. Вот смотрите, сейчас только что люди вот там вот прокатились вниз. Тут можно через водохранилище кататься. Мы, друзья, вот сегодня пришли погулять здесь. Смотрите, здесь Петровская набережная у нас открылась. Мы за все время так тут и не были ни разу, все не было времени. Вот хотим посмотреть, что здесь после реконструкции. Даже очень интересно. Видите, как здесь даже подписали все. Петровская набережная. Вот можно, кстати, взять самокаты в прокат. Ну, давайте посмотрим, как тут все благоустроили. Вот это, скорее всего, причал для того, чтобы отсюда уплывать в путешествие по Воронежскому водохранилищу. Да, друзья, смотрите, какая набережная красивая. Прям впечатляет. Давно были такие мысли, чтобы тут сделать. Была бы какая-нибудь пешеходная улица, чтобы здесь было, может быть, какая-нибудь еда продавалась и так далее. Так, вот Эпи там увидела какую-то рыбу. Да, я вижу, что это рыба, но эта рыба, кстати, почему эта рыба всплывает? Потому что у нее, скорее всего, паразиты, и она всплыла. У нее паразит съедает пузырь воздушный, и она все время должна будет находиться на поверхности. Да, вот Эпи говорит, что мы здесь когда еще гуляли, не знаю, там года 3-4 назад, и хотелось, чтобы тут все было сделано так красиво. Ну, смотрите, прям очень достойно. Очень достойно. Вот такой Воронеж, друзья. Кстати, вон там даже велодорожки. Вот тут такая есть аллея. Можно по аллейке пройти. Всякие разные тут высаженные кустарники. Очень классно. Что тебе, жарко, что ли? Какой жарко? На улице 19 градусов. Жарко, блин. Ну, блин, все. Ну, такое солнце, да. Эпи говорит, что типа солнце здесь такое очень жаркое вообще в России. Я говорю, солнце везде примерно одинаково. Просто как бы летом оно, понятное дело, чем выше, тем жарче. Вот там на той стороне видно вдалеке парусные всякие лодочки. Ну, здесь как бы ветер такой хороший. Тут можно и на парусе ходить. Сколько она протяженностью, я не знаю. Может быть, кто-нибудь подскажет, из Воронежа, какая протяженность всей этой набережной. Но я думаю, что больше километра точно. Под 2, наверное. Можно за уточками понаблюдать. Вот. Утки здесь они всегда были. Они, кстати, здесь и зимой всегда есть. Да, и вот здесь, вот, кстати, теплоходы. Можно на этом теплоходе отправиться в круиз по Воронежскому водохранилищу. Да, вот здесь можно посидеть, вот на этом мосту. А вот туда дальше, кстати, есть несколько там ресторанчиков, рестомаркет. Туалеты, вот смотрю. Ну, прям, смотрите, очень все красиво оборудовали. Кстати, вот какая-то спортивная площадка есть с брусьями. Можно позаниматься даже спортом. Площадка вот такая детская тоже есть. За спортивной. Здесь, кстати, вот можно кататься на скейте, наверное, или на велике. Можно сходить подтянуться. Я вот сейчас подтянулся. Вот. И здесь детям поиграть тоже интересная такая площадочка. Так, ну вот мы дошли до Адмиралтейской площади. Здесь проходят разные мероприятия, там День города. Я помню, на чемпионате мира на футбол тут стояли экраны. Ну, вот такое вот место. Общественное пространство большое. Там вот старая церковь есть. Я не помню, какого она года, может, кто подскажет. О, вот здесь вот перед церковью разбили какой-то такой сквер. Тоже очень красиво. И вот здесь музей. Я, к сожалению, в нем так ни разу и не был.
Но вот опять нет времени, подошел, и времени совсем нет. Он тоже потому что как-то работает, так еще непонятно. Но кому, кстати, будет интересно, обязательно сходите. Так, вот туда дальше, там насыпается берег, там что-то еще будет строиться, наверное, не знаю, что там по плану. Здесь дальше вот немножко уходит туда вот этот сквер большой перед церковью, значит, здесь памятник царю Петру Первому и первому епископу Воронежскому Митрофану. Так, посадка на теплоход в другом месте, на набережной Массарита, напротив дома Достоевского. Тут написано так: прогулки 800 рублей с человека, дети до 6 лет 400, до 3 лет бесплатно. В общем, друзья, если вы гость Воронежа или вообще живете в Воронеже, то обязательно погуляйте здесь. Супер, место вообще великолепное, прям отличное пространство городское для проведения досуга. Кстати, моя дева ряд березовика, для меня святая Русь, я трудик занос века. Ну а кстати, моя, ой, дева ряд березовика, для меня святая Русь, я трудик занос века. Сколько мне еще годочка, ку-ку-ку-ки поспрать. У нас вот многие подписчики говорят, что дети сами не едят ложки. Ну, конечно, суп они не хотят есть, а вот мама им тут мороженое положила, да? Мороженое хотим есть, да? А суп ложкой не хотим сами, да? Собираемся в садик. Вот, Тимур любит вот это смотреть у нас. Скибиди туалет. Автор говорит, я потом боюсь. Да? Да, нашли это на Рутубе. Блин, с Ютубом, друзья, кстати, вообще очень тормозит сильно. На телефонах с VPN работает отлично. А на телевизорах, конечно, смотрим пока Рутуб. Надеемся, что это все закончится. Так, Даша, рассказывай. Что рассказать? Где мы находимся? На проспекте Революции. Вот очень, кстати, все обустроили, сделали гораздо лучше, чем было до этого. Ну, по крайней мере, 2,5 года назад было все гораздо хуже. Все чистенько, все хорошо. Только вечером здесь какая-то жизнь. А лучше в камеру говори, а то тут видишь, какой шум, ничего не будет слышно. Да, но только вечером здесь происходит всякая жесть, конечно. Люди здесь устраивают гонки. Но так поставили теннисные столы, люди здесь гуляют спокойно. Ну ладно, вечером уже видели подписчики. Так, это проспект, значит, Революции. Смотрите, как здесь красиво. Вот, кстати, высадили деревья. Скоро они, когда они вырастут, тут будет вообще красиво. Мы сегодня вот вышли втроем погулять, да сходить покушать. Вот, слушай, такие интересные всякие заведения здесь. I like when it's hot because I have only summer clothes. You see? I like to have this cloth on me. Да. It's not on me. Эппи рассказывает, что она от солнца спасается так. У нас, кстати, друзья, хорошая погода. И еще, кстати, у меня такая хорошая новость. Сегодня я наконец-то поставил VPN на свой роутер. Вы, кстати, все можете поставить VPN на свой роутер. Я скину там ссылку, вот, где я там через какого провайдера, какой-то дядя Ваня. Пока работает нормально. Прям у меня показывает в 4К. VPN на роутер ставите, и у вас используется YouTube. Но если вдруг вы не хотите заморачиваться, поэтому есть Яндекс.Дзен, есть Рутуб. И сейчас мы заливаем видео еще ВКонтакте, поэтому на 4 платформах все видео есть, вообще все видео про Камбоджу, которые вам интересны, вы всегда сможете их взять и посмотреть. Гуляем по Воронежу. Кстати, так ролика назовем. Гуляем по Воронежу. Эппи тоже снимает свой блог. В Фейсбуке она выкладывает для кмеров. У нее уже там по 1500 просмотров стало. Уже прогресс.
Вот такие у нас улочки. Здесь улица Комиссаржевская, очень такая красивая. С деревьями. Это дом офицеров. Я помню, в свое время мы здесь все время гуляли. Где, ты говоришь, там столы стоят? Вот для пинг-понга, столы. А, вот столы Люди для по вечерам пинг-понга. играют, прям очень много вчера народу было. Да? Да. А ракетки где брать? Ну, я не знаю, Свои, где-то- наверное, приносить. Ну, наверное, свои. Я точно не знаю, где они их берут, если что. Вот, кстати, здание вот этого Ростелекома здесь в 2000 году я еще звонил, когда еще не было сотовых телефонов. Я звонил здесь домой просто с телефонной будки твоей бабушки. Вот здесь, в этом здании, я помню, с телефонной будки всего лишь 24 года назад. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. Said it all. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Так, здесь мы в тихом центре, да, вот тут Баранкин есть. Я помню, Да, мы как-то вот баранки в очень Баранкин вкусные. заходили как-то туда. Так, ну что, Даш, куда ты нас привела? Кружок, мое любимое заведение, моя любимая кофейня во всем Воронеже. Называется Кружок, да? Да, я каждый день сюда прихожу. Да, мне-то опять скажут, вы что тут рекламируете все? Получается, туда нельзя никуда ходить, куда идешь. Да, вот Кружок, пойдем в этот Кружок. Слушай, как интересно здесь оформлен Кружок. Бесплатная реклама. Мы за рекламу денег не берем. Там мне говорят, зачем ты рекламируешь воронежский рынок? Некоторые подписчики мне пишут. Точно. Холодный кофе с лесным орехом и стаканчик с собой. Да, это Да, кстати, бесплатная реклама места. Еще раз повторюсь, мне там многие говорят, что это что-то рекламирую, какие-то заведения. Да я просто снимаю, куда я хожу. Здесь нет никакой рекламы. Мне за нее никто точно не платит. Вот, канал существует на другие средства. Вот. Но Эпи очень сильно понравилось кофе, да? да, с лесным орехом. Айс кофе с лесным орехом. Да, потому что мне тоже, кстати. Так что хорошее место с хорошим кофе. Спасибо, Даша, за то, что ты нам его показала. Эпи говорит, хочешь сюда ходить. Но вот Эпи тоже нужно, видишь, блог. Видите, смотри, какие мы блогеры. Все заблогируем. Все снимаем. Так, а сейчас мы подходим к драмтеатру Воронежскому. Здесь вот такой сквер есть. Тоже красивый. И там впереди фонтан. Очень интересно. Этот фонтан вечером светится. Он такой цветной. Такая красивая подсветка есть. Вот такое потрясающее пространство. А там дальше храм. Не помню, как он называется. Такой православный храм. Смотрите, как здесь все сделали. А ты была здесь? Да, конечно. Я приехала в Воронеж, и у меня в Италии было, почему-то плохое настроение. А сюда просто каждый день хорошее настроение из-за того, что я попила кофе, увиделась с кем-то, поела борщ. Приезжайте все в Воронеж. Да. Да. Летом, конечно же, здесь, как видите, потрясающе, красиво. Хорошая инфраструктура городская. Любо посмотреть, погулять в хорошую погоду. Somebody rushed me to view. Trading with me and was all sex appeal. Told me everything that I was longing to hear. Shiny and handsome, my souvenir. And then all of a sudden I have fallen in love. He would put me down by Я помню, когда первый раз приехал в 2000 году в Воронеж, вот там вот я еще стоял в декабре прям. И здесь так, я стоял без шапки, у меня даже фотография там где-то есть. Вот там была такая площадочка такая, с той стороны, сейчас туда нельзя пройти, там все огорожено. Я еще удивлялся, думаю, как здесь тепло в этом городе.
А вот здесь такая очень красивая тоже аллея. И она вечером светится. Это тоже вот сделали не так давно. Также можно гулять здесь. Там вот еще улочка такая красивая. Это вот все здесь недалеко от драмтеатра. Everywhere is motor, everywhere is car. Кстати, такой тоже храм. Тоже помню ему, когда еще учился, даже ходил в этот храм. Когда учился здесь, в Воронеже. Такой красивый храм, тоже в центре. Вот, кстати, каменный мост. Здесь всегда проходят свадебные такие моменты. Люди приезжают. Здесь обязательно по этому мосту нужно пронести невесту. Или пройти просто. Сегодня, кстати, пятница. И как раз вот свадьбы здесь проходят. Смотрите. Traditional, да. Вот такая традиция, видите. Здесь на каменном мосту все время фотографируются, либо проносят невесту, берут на руки, проносят ее. Ты так молила, позови, но я молчал. Ты так молила, удержи, не удержал. Я твой транзитный пассажир, меня никто не ждал. Я был транзитный. И вот нам опять попадается сквер около кинотеатра «Спартак». Здесь в тихом центре. Как видите, плотность вот таких мини-парков, мини-скверов здесь очень большая. Мы сейчас, следующий у нас будет Кольцовский сквер. Сейчас идем туда. Кинотеатр «Спартак». И напротив него находится Кольцовский сквер. Тоже такое хорошее место. Кольцовский сквер, друзья. Вечером, видите, вот здесь вот такое освещение, иллюминация тоже очень красивая. Таблички подписано, что за деревья здесь растут. Везде есть лавочки. Ну, сегодня же опять же пятница. Вот я вижу очень много людей, которые принимают участие в свадьбах. Молодожены. Большой фонтан тут есть в центре, красивый. Смотрите, какая красивейшая клумба. Видно, что за ним тут ухаживают. Эстетическое удовольствие. Вот и памятник Кольцову. В честь его назван сквер. Это воронежский поэт. Он еще родился в 1809 году. Практически 200 лет назад, а не практически больше 200 лет назад. А во время войны, здесь же все было под оккупацией немецкой, здесь было немецкое кладбище. Но потом всех их отсюда изгумировали и убрали. Немецких солдат. И прямо с Кольцовского сквера мы выходим на главную площадь города и области. Это площадь Ленина. Здесь администрация области. Вот там мэрия. И здесь наш оперный театр. Такое красивое здание. Но я вам об этом уже рассказывал и показывал, и говорил. Но вот такая вот красота. Смотрите, как у нас здесь красиво. Клумбы, цветы, все ухожено. И вот такой триколор. Ого, как быстро автобус пронесся. Да, вот тут, кстати, дворец бракосочетания недалеко от Кольцовского сквера. Вот тут очень много свадеб проходит сегодня. Пятница сегодня.
зашли здесь в один ресторан, называется Кинзадза. Вот. У них бизнес-ланч есть, кстати, смотрите. Всего лишь 580 рублей, самый дорогой, кстати. Салат, суп, горячий напиток. Ну, я бизнес-ланч закажу, а девушки мои хотят что-нибудь выбрать такое. Что-нибудь вы выберете, да? В общем, это у меня окрошка на бизнес-ланч, вот этот был салат, мы тут уже, правда, начали есть. Вполне достойно. Вот этот еще у меня морс. И сейчас принесут еще 3 хинкали, так что вполне достойно и бизнес-ланч по будням недорого. Да, очень вкусный салат с говяжьим языком. Да. Ну, ребра, ну так. Так, ну вот проспект Революции все-таки днем, да? С другой стороны мы тут идем, смотрите, какие красивые у нас тут здания все. Мы пообедали, кстати. Вот, друзья, еще машина закрыла. Здесь памятник Петру Первому и сквер, вот, где памятник Петру Первому. Вот прям около ЮВЖД здания. Друзья, всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, обязательно напишите комментарий. Вот такой Воронеж, очень интересный и красивый. Мне многие говорят, почему ты не снимаешь окраины, там где грязно. Грязно везде. В любом городе мира грязь есть. Как говорится, свинья, грязь можно найти везде. Я снимаю там, где красиво. И действительно, красивых мест много. Красота в глазах смотрящего. Если у вас не получается смотреть YouTube на хорошей скорости, то я вам рекомендую сделать VPN, я уже об этом сегодня говорил. Если вы не хотите заморачиваться с VPN, вы можете посмотреть все ролики либо в Яндекс.Дзене, у меня там, кстати, монетизация даже идет, либо в Рутубе, либо ВКонтакте. Ссылки все в описании. Всем удачи, пока, скоро будет новое видео, мы тут поедем на природу, я вам хочу заснять природу Воронежской области, очень красивое место. Давайте, до встречи. Что, ты спишь уже? Отдыхай. Отдыхаешь, да? Гипермаркет Окей, кстати, очень классный. Здесь в северном районе Воронежа. Тоже опять реклама, но бесплатная.